Привет, друзья! Родился этот боец 10 ноября 1967 года в не самом богатом районе Бруклина. В возрасте 8 лет начал заниматься боевыми искусствами. Еще с самого детства у Майкла устоялся образ нищеты, нужды и смерти. Когда он был маленьким, на его глазах убивали людей, тем самым закладывая фундамент морально-психологической стойкости. Уайт рос активным ребенком и с ранних лет начал тяготеть к спорту. По слухам, Майкл начал интересоваться единоборствами после просмотра боевика «Пять пальцев смерти». Так как денег на специальные занятия по карате в семье отродясь не было, мальчику пришлось самостоятельно упражняться дома. В этом плане ему помогал друг, посещавший секцию японского боевого искусства и с радостью показывавший Майклу выученные удары. После того, как Майкл окончил школу, он начал работать в школе для детей с эмоциональным расстройством личности. Однако постоянные предложения от режиссеров, которые приглашали его на второстепенные роли в малобюджетные боевики, заставили Уайта пересмотреть свои жизненные приоритеты. Проработав 3 года, Майкл в конечном итоге уволился из школы и начал искать счастье на просторах большого кино. В 1995 году статному актеру улыбнулась фортуна. Уайта позвали сыграть в биографической драме «Тайсон», которая рассказывает о нелегкой жизни одного из узнаваемых спортсменов в истории мирового бокса. Благодаря фильму поклонники Тайсона узнали, что прежде чем стать абсолютным чемпионом мира, Майклу приходилось терпеть тяготы и лишения судьбы. Неудивительно, что после этой роли предложения режиссеров посыпались на молодого человека. В 1997 актер поучаствовал в фантастическом фильме «Спаун», который был поставлен по недетскому комиксу. Примечательно, что Майкл Джей стал первым темнокожим актером, кому посчастливилось перевоплотиться в супергероя перед режиссерскими камерами. Сюжет этого готического блокбастера с изобилием жестокости и крови повествует об агенте Элли Симмонсе, которого убил собственный руководитель. После смерти Эл попадает в чистилище и, подобно гетовскому Мефистофелю, заключает сделку с дьяволом, в результате которой превращается в машину смерти адского Спауна. Также в 2006 году он поучаствовал в «Неоспоримом 2» вместе с небезызвестным Скоттом Эткинсом. Примечательно, что сюжет фильма вращается вокруг боксера, который оказался в российской тюрьме. Помимо прочего, Майкл зарекомендовал себя как актер озвучки, чей голос можно услышать во многих мультсериалах. Майкл Джей – обладатель 7 черных поясов в разных дисциплинах. Он не забрасывает тренировки и по сей день, придерживается правильного питания и находится в отличной форме. Что касается личной жизни, то боец женат на актрисе Джиллиан Уайт. От первого брака у Майкла есть дочь Мишель, которая пошла по стопам отца. Девочка ходит на тренировки по карате и уже в 6 лет стала обладательницей желтого пояса. Достойная дочь известного отца. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.